Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую нашу аудиторию. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист и гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Приглашаю к себе. Да, ссылка в описании. Начать предлагаю с Гааги. Того, как смотрелся Зеленский в первый день, чего ждать от второго. Многие заканчивают Гаагой, а мы предлагаем начать с нее. Это правильно. Ну, вы знаете, тут такое место своеобразное. В общем, так вот, если попытаться проанализировать приходилось бывать все происходящее, то мы видим, что Зеленскому подставляют плечо Нидерланды, Урсула фон дер Ляйен. Речь идет о каких-то 150 миллиардах на вооружение Европы. И явно виды имеет Зеленский на них. Заявляет, что мы там 8 миллионов дронов можем сделать. Ну и, собственно, первый день, да, то есть пока не прилетел Трамп, все было хорошо. Когда прилетел Трамп, то мы видим, как перефокусировка внимания сейчас вообще в другое, абсолютно в другое. Значит, Трамп и Эрдоган. Они вместе на протокольном фото, Зеленский во втором ряду, там рядышком с Урсулой. Они встретились между собой, и оно понятно, потому что это саммит НАТО после, такой неоднозначной, давайте так, медийной репутационной победы Трампа, которую он уже не выпустит. Это вот что-то вот есть у меня такое ощущение, что сказав, что Иран и Израиль все уже больше не воюют и будет прекращение огня, а дальше посмотрим, будем договариваться. То есть Трамп не даст нарушать ни одной, ни другой стороне. По крайней мере, будет стараться это делать, потому что слишком высока цена Ближнего Востока для него. Но вот этот саммит НАТО, и встреча вроде как должна быть, весь в черном Зеленский, Трамп, у которого вообще другая программа. Чего ждать по украинскому треку, по украинским делам? И многие сейчас проводят эти параллели. Ну вот смотрите, Ближний Восток. Повоевали знатно на весь мир. Лихорадило рынки, лихорадило все страны, все ждали ядерной войны. Но это все 12 дней улеглось. А в Украине не так. Может быть, с этим саммитом в Гааге лед тронется? Лед тронется, но важно в какую сторону. Вот я сейчас начну отвечать на целую серию, на залп. Вы знаете, выстреливаете вопросы, как РСЗО. Вот пошло такими пакетами, ракетами. Я начну отвечать, чтобы мой диалог, точнее, чтобы мой монолог не превратился в бесконечную какую-то лекцию, вы прерывайте, пожалуйста, я сам об этом прошу, чтобы это было в таком живом режиме. Так вот, что происходит в Гааге? Вы упомянули Урсулу фон дер Ляйен, которая, по несчастью для Европы, сейчас является там главной на хозяйстве. Она главный завхоз, строго говоря, Евросоюза, но пытается стать такой начальницей строгой. Вы знаете, я сейчас много работаю с искусственным интеллектом, и вот когда ты наговариваешь, а искусственный интеллект распознает речь и выдает текст, там забавные ошибки появляются, и одна мне особенно понравилась. Урсула фон дер Ленин написал искусственный интеллект. Я не стал его поправлять. Я сказал: братец, как ты четко угадал. Она ведь действительно такая. Она же строит... Вот Ленин написал все время статью «Соединенные Штаты Европы». Да? Она строит Соединенные Штаты Европы в худшем варианте, в худшей версии, чем та заокеанская. Ну, просто вот взял на заметку себе. Искусственный интеллект знает, что делает. Так вот, возвращаясь к Гааге. Действительно, давайте посмотрим, что делает на саммите НАТО Владимир Зеленский. Вроде бы человек, который должен представлять фундаментальные, долгосрочные, проектные интересы Украины. Вот он выступил там в парламенте, и вся его речь была пронизана системной ненавистью. Что должна делать Европа, чтобы принести благо Украине и украинскому народу? Значит, усиливать давление на Россию всеми возможными способами, изолировать полностью экономически, вообще ничего не покупать и ничего не продавать, изолировать полностью финансово, отсечь ото всего.
лишить всех возможностей заработка, ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, изолировать юридически, в прямом смысле изолировать юридически всех, кто что-либо может и делает там в России, потому что вот он будет трибунал. Трибунал по договоренности с Советом Европы. Мы учреждаем. И пусть он, как дамоклов меч, висит. Ну и, конечно, ну, как сказали бы в России злые языки, Вова, полпроцента. Пожалуйста, полпроцента от вашего ВВП, вы там ВВП ваш делите, да, вы хотите 5% выделять на военные расходы. Вот, пожалуйста, полпроцента нам, Украине, на то, чтобы мы все это продолжали. Чтобы мы продолжали это бесконечно, вплоть до трибунала в Гааге. Да? Мы будем это продолжать. А вы нам помогайте, вы нам должны. И вот эта речь тотальной, бесконечной ненависти... Там все-таки 0,25% было в речи. 0,25. Четверть, а я читал вроде бы пол. Ну, 0,25%. Да. Ну, то есть, половина процента не дадут, а четверть дадут точно, да? Значит, хорошо, пусть будет 0,25%, но все равно вот смысл этой речи в чем? Это бесконечная война за безнадежные цели. Вопрос «зачем?» даже не стоит. Потому что на поле боя не победишь никогда, ни в каком варианте, ни в каком составе. Никакого военного разгрома в принципе быть не может, который может довести потом до какого-то там трибунала. Да? Вытеснить, изолировать тоже не можешь. Тоже не можешь. Мы потом к этому вернемся, к тому, к чему приводит изоляция. Существует ли она хотя бы в проекте? Да? Ты не можешь ничего реально изменить и сделать. Ты отступаешь 2 года, ты движешься к неизбежному краху и доедаешь Украину, и вместо того, чтобы остановиться на этом гибельном пути, ты приезжаешь и агитируешь за его продолжение. К сожалению, вот сейчас, да, в Европе никто собственными интересами своих стран, интересами коллективной, большой, организованной, единой якобы Европы не мыслит. Не мыслят ни отдельные лидеры стран, ни те, кто вроде бы эту самую объединенную Европу представляет. Он там нашел в очередной раз некое временное понимание. Что Дональд Трамп может с этим сделать? Он может сделать примерно то, что вот он проделал действительно на Ближнем Востоке. Он может. Там появилась некая модель Дональда Трампа, миротворческая. Да? И вот теперь мой ответ, если коротко его сформулировать, не скатываясь до лекционного стиля, то Дональд Трамп вот эту же модель, которая ограниченную эффективность показала на Ближнем Востоке, но имеет перспективу, вот эту же модель, переосмыслив ее правильно, может приложить и к европейскому конфликту, происходящему сейчас на территории Украины. Раскроем эту тему. Ну, смотрите, вопросов много. Давайте тогда накладывать модель. То есть, Дональд Трамп должен запустить Би-2, свои бомбардировщики, отбомбиться по России. Ну вот, у нас же Украина, я не просто так это говорю, не просто так шокирую своей фантазией. У нас же вовсю, смотрите, вовсю проводят параллели, вяжут стальными канатами Украину и Израиль. Ну, я имею в виду украинские чиновники на Банковой, и вы это прекрасно видите. Украина, Израиль, вот сейчас. То есть США должны отбомбиться по Российской Федерации, принудить, так сказать, потом сказать «цыц» Нетаньяху, дефис Зеленскому, объявить о том, что мир, хотя никакого мира и условно там первопричины, вот считать, если Ближний Восток, если считать первопричиной ядерную программу, то сейчас масса публикаций, что и вот эти дырки латают уже на базе в Натанзе, уже и, собственно, много разведсообщества сообщает, что центрифуги целые, и все, в принципе, идет по той же накатанной. Просто официально это все накрыли
слоем пиара Трампа, и через который пробиться эта война уже вряд ли сможет, потому что если пробьется, то Трамп тогда будет рвать и метать. Он гаркнул на Нетаньяху, он, собственно, будет проводить переговоры с Ираном. Ну, давайте положим на эту модель на российско-украинские отношения. Но этого же не будет, потому что даже Рубио сегодня говорит, что пардоньте, товарищи, но мы не хотим вводить санкции против России, нам с ними еще разговаривать. Давайте приложим модель. Она автоматически не прилагается ни в коем случае. И особенно она не прилагается в ее военной части. Вот военная часть никаких особенных целей не достигла. Какие цели ставились? Часть из них официально объявлялась, часть из них двусмысленно объявлялась. Да? 3 цели было у нападения вот этого тандема Израиль-Соединенные Штаты. 2 ядерных державы напали впервые в истории согласовано на неядерную державу. Значит, с целью явной капитуляции, добиться капитуляции. Вот 3 цели ставилось на самом деле. Первое – это убрать ядерную программу, причем и в военном ее приложении, и отчасти в мирном, то есть никакого обогащения урана не должно быть собственного. Да? Вторая цель – это убрать ракетный арсенал. И 3-я цель – это сменить режим. Потому что если не сменить режим в конце, то восстановится сначала ракетный потенциал, а потом эта самая ядерная программа в полном объеме. Может быть, даже в худшем варианте. Так вот, 3 цели. Последняя то объявлялась двусмысленно, то скромно так пряталась стыдливо в карман, но потом опять ее доставали. Но, тем не менее, очевидны были эти 3 цели. Так вот, ни одна из этих 3 целей в результате военной операции не достигнута. Абсолютно. Значит, не разрушена подземная часть этих 3 ядерных центров, там, находящихся на территории Ирана. Это уже железно, это уже подтверждено даже данными американской разведки. Вышла, кстати, статья большая в «Нью-Йорк Таймс», где использованы утечки из секретного американского доклада американской разведки, который подготовлен для Конгресса США. Трампу сейчас предстоит отчитываться перед Конгрессом в соответствии с законом о результатах использования вооруженной силы за рубежом. И вот для этого отчета разведка американская подготовила свой секретный доклад, но из него, естественно, как сейчас в Штатах повелось, произошли утечки, а «Нью-Йорк Таймс» большую статью на эту тему шарахнула. Статья привела в ярость Дональда Трампа. Так вот, там внятно говорится, что не разрушены подземные сооружения этих 3 ядерных центров, подвергшихся атаке. Ракетный арсенал на месте. Ну, а режим мы все видим по телевизорам, какие там толпы выходят праздновать победу. Примечательно, пока мы не ушли, не оттолкнулись от Ирана вообще в российско-украинский вопрос. Примечательно, что об этом я тоже говорил, по-моему, в каком-то прямом эфире у себя, что, ребята, мы должны посмотреть и проследить. Из всех тех кадров, которые там нам показывает Израиль, да, Иран, когда ракета прилетает в какую-то квартиру и ликвидируется тем или иным образом какой-то руководитель, мы еще увидим воскрешение. Вот мы, в принципе, вчера на митинге на площади Революции в Тегеране, где собрались толпы народу праздновать победу Ирана над Израилем и Соединенными Штатами Америки тоже, мы увидели одного из таких командиров, которых принято считать мертвыми. И он выходит в люди, его обнимают, его приветствуют. Ну, то есть подтверждение этому есть, что не все так однозначно. И не все те цели, которые там поражены на самом деле. Продолжайте, пожалуйста. Все однозначно, на самом деле, в том смысле, что ни одна из целей не достигнута. И как бы ни пытались словами изобразить полную победу во всех 3 случаях, это не удастся. Для любого вменяемого человека ситуация как раз однозначна в этом смысле. Что касается воскрешения из мертвых, даже если кого-то там и удалось убить физически, единственное, чего добились в этом смысле, это то, что у аятоллы Сеида Али Хаминеи появилось 3 преемника, то есть их официально утвердил этот совет МУЛ из 88 экспертов. И если один
гибнет, то немедленно заступает, даже без выборов заступает следующий. Вот и все. А у каждого более-менее значимого чиновника иранского появилось порядка 20 заместителей, которые заступают сразу, как только первый погибнет. И этот ряд, вроде бы пугающий европейского человека, он там для людей с исламским самосознанием, но это как шествие в рай святых мучеников. Вот и все, собственно говоря. И поэтому не устранишь эти проблемы таким образом. Вот главный-то вывод какой? Я-то считаю, что ядерную опасность нужно устранять. Реально нужно. Но таким способом не устранишь, дорогие друзья. Так вот, теперь все-таки что же удалось в применении модели, миротворческой модели Дональда Трампа? Удалось следующее. Удалось начать, наконец, диалог. Перестать проклинать друг друга, перестать бросать смертельный вызов друг другу, перестать говорить, что пока вы не погибнете, мы не успокоимся. Стойте. В смысле, диалог шел. Диалог шел до ударов Израиля по Ирану. Переговорщиков убили. Диалог шел во время ударов размена Ирана израильским. Шел. Ездил министр иностранных дел в Европу, ну, как там, в Стамбуле, ну, с европейцами беседовал, да, то есть там Кая Каллас ходила, министр иностранных дел Британии, Великобритании и Франции. Да, шел диалог, потом он отправился в Москву, в Москве с Путиным поговорил. И как раз-таки вот с позиции Ирана, если смотреть, погодите, так это все произошло параллельно с диалогом. Вот же в чем, наверное, главный аналитический козырь вот этой модели миротворчества. Спасибо, Александр. Прекрасный аргумент. Идем дальше. Вот по этой модели очень важно, чтобы вот эту модель нашего диалога многие послушали и поняли логику. Вы правильно говорите, диалог шел. Но к чему должен был прийти этот диалог? Вот к тому самому совместному всеобъемлющему плану действий, который был уже утвержден международным сообществом в 2015 году. То есть, Иран сохраняет право на мирную ядерную программу, в рамках которой он продолжает обогащать свой уран. Да, выделяя вот этот роковой плохой изотоп урана-235 и доводя его содержание в этой смеси изотопов до 60%. И действительно в этом потенциальную некую угрозу можно видеть. И логика Ирана была такова: да, мы не собираемся вот сейчас создавать ядерную бомбу, никаких решений о том, что да, мы ее создаем, не принято, но мы полностью делаем себя готовыми к этому шагу. То есть готовность будет 90%. И если вдруг у нас не останется другого выхода когда-то дальше, по логике развития нашего конфликта, да, мы эту последнюю дистанцию пробежим быстро. То ли за месяц, то ли за 2, то ли за 3, но мы ее быстро пробежим. А подойдем максимально близко. Вот такая логика, официально, может быть, не объявляемая, но за этим читалась. Поэтому вы говорите, диалог шел. Да, диалог шел. Но к чему он должен был привести? Вот к тому, что Иран закрепил бы для себя эту ситуацию. То есть, у него есть мирный атом, он не создает пока что ядерной бомбы, решений об этом никаких на уровне руководства не принято, команды не отданы. Но короткая дистанция, предельно короткая сохраняется, которую можно просто пробежать. Израиль, сейчас не будем вдаваться в подробности, насколько обоснованно, но Израиль воспринимал саму эту ситуацию как угрозу, как смертельный вызов. Я сегодня буду неоднократно этот ключевой опорный тезис повторять. Смертельный вызов. Давайте мы его запомним и двумя чертами подчеркнем. Так вот, Израиль воспринимал это и продолжает воспринимать как смертельный вызов. И пока этот смертельный вызов не устранен, как бы вот конфликт продолжается теми или иными способами. Так вот, да, переговоры шли до вот этой бомбардировки, сначала израильской, а потом американской по Ирану. Но переговоры могли привести вот в этом формате только к фиксации ситуации, что все остается как есть, и смертельный вызов не устраняется. А вот впервые сейчас возникла ситуация, когда Трамп, давайте отдадим ему должное. Но что ж над ним все смеются? Вот я отдаю ему должное. Это только Трамп имеет мужество поставить именно так вопрос и продавливать его. Да? Трамп говорит иранцам сейчас:
Вы почитайте, что он говорит. Адресуясь иранцам, уберите смертельный вызов. И все у вас будет в порядке. Ну, посмотрите на себя. Древняя нация, говорит Трамп. Историческая нация. Сколько всего было с вами связано в истории. Да? У вас величайший в мире, величайшие запасы газа природного. Господи, у вас огромные запасы нефти. Я добавлю от себя, у вас еще и уникальная логистика. Вы находитесь прямо на двух великих торговых путях с севера на юг и с востока на запад. Ну, так всем у вас понятно, прекрасные что в этом, порты. простите, у вас все пожалуйста, есть. в этом понятно, что в этом и причина. Уберите смертельный вызов. Нет, смотрите, смертельный вызов – это только… процветайте. Подождите, это все только слова. На самом деле все было понятно из речи Трампа, вот этой пафосной, как всегда, велеречивой подачей, что теперь Китай может покупать иранскую нефть. И мы тоже будем поставлять нефть в Китай. Все это, если вот так отбросить вот эту всю шелуху, тут конкретный бизнес. То есть Да. конкретный. А почему нет? А чем Америка плох заходит- конкретный бизнес? Америка Почему заходит на китайский- нельзя торговать тем, чем тебя наградила природа Америка заходит на китайский рынок. и Господь Бог? Говорит, китайцы, Как бы покупайте, Господа Бога не называли. покупайте, пожалуйста. То есть все понятно. Истинные причины понятны. И то, что смотрелось как истерика в момент атаки иранских ракет на базу в Катаре, когда он, ну, это правда смотрелось как истерика. Говорит, давайте, опускайте цену на нефть, давайте, бури, детка, бури. То есть вот этот эпизод, да, это оказывается, ну, это просто как бы вводное. Хорошо, мы немножко отклонились, ушли в детали, но это тоже иногда полезно. Так как Детали здесь переложить, важны. как Особенно про переложить смертельный вызов. модель как переложить на украинский вопрос? Вот. Я жду следующего теперь от Дональда Трампа. Пусть он соберется с силами, правильные слова найдет и с некой аналогичной речью обратиться к украинскому народу. Вот я готов за него это предварительно сделать. Знаете, как на концертах, на которых выступал действующий президент Украины когда-то, да, кто-то выходил на разогреве. Когда-то действующий или когда-то выступал, тут надо уточнить. Когда-то выступал, да, сейчас он действует, а тогда он выступал. Так вот, выступая на разогреве у Дональда Трампа, я хочу сказать следующее, дорогие украинцы, шановні громадяне. Так, слушайте, уберите смертельный вызов. Вот и все. Понимаете? Уберите смертельный вызов, адресованный России. Вот зачем он вам? Зачем вы свой государственный проект строите на этом ужасе? И пока вы сохраняете государственный проект, основанный на смертельном вызове, конфликт никуда не уйдет. Какое бы перемирие кто ни объявлял, это будет только временной паузой. Уберите смертельный вызов и процветайте. У вас не меньше возможностей для процветания, чем у Ирана. У вас уникальная природная среда, прекрасная логистика, большое население, которое уполовинилось как минимум. У вас было 52 миллиона, теперь уже где-то 22-23. Остановитесь на этом пути. Перестаньте по контракту производить ненависть и торговать ею. Перестаньте быть нанятыми какими-то геополитическими игроками и носителями смертельного вызова в адрес России. И все. На этом все. Но для этого нужно сейчас вот пройти такую своеобразную цепочку. Вот, чтобы раскрыть этот тезис, нужно дорожную карту к нему приложить. Но это если вы меня спросите про нее. Нет, ну смотрите, дорожная карта невозможна. Ну как невозможно? Ну вот возможно. так. Нет, ну давайте опять. Может быть, она не одна, возможно. У меня она есть своя. Есть параллельная, скажем так, история. Ведь все-таки давайте, я всех призываю анализировать. Не эмоционально реагировать, а анализировать. Да. Зеленскому помогли.
Зеленскому дали денег до конца года, вот эти 35 миллиардов, дефис 40, да. Зеленскому сейчас объявили, дали ракеты для ПВО, Зеленскому дали перспективы там, строительства этих дронов на территории тоже в том числе не только Украины, а и Европейского Союза. Мощности там неслыханные он как бы толкает, да. Зеленскому в парламенте Нидерландов стоя аплодировали сколько, минуты 4, да, то есть вот это прям как в 22 году. Да, Зеленский надел костюм, собирается... Ну да, пришла вся украинская диаспора, которую пропустили в зал, да. Ну вот понимаете, тут Зеленский надел костюм, ожидает встречи с Трампом. На момент нашего сейчас разговора мы не видим вот этой истории. То есть он понял, что надо надевать костюм, чтобы, так сказать, избежать разного рода овальных кабинетов, как в прошлом. То есть, смотрите, Зеленскому дают поддержку европейцы. Сказать, Да. что все плохо у Зеленского, нет. Ситуация с перемирием Ирана и Израиля тоже идет в копилочку Зеленскому. В каком плане? В плане того, что весь мир, опять это сейчас, если продержится очень долго и, ну дай бог, чтобы не воевали как бы народы между собой, да, то это на руку Зеленскому. Он теперь сфокусирует все вооружение и все усилия военные на себе. То есть тут же тоже нужно анализировать с разных сторон и под разными углами. И получается, что вот эта там дорожная карта, например, да, по давайте возьмем стамбульскую, да, историю, которая должна была вот возобновиться, 22 число прошло, она претерпевает серьезных изменений после отсечения Ближнего Востока. Вот скажите мне, пожалуйста, а вот все то, что Зеленскому дали, а точнее сказать, подали, так как подают просящему, ему не просто так дают, потому что это выгодно, ему подают, потому что он просит, и потому что он прибегает к тем или иным формам эмоционального шантажа при этом. Значит, да, а вот то, что ему подали, это как-то изменит ситуацию. Вот в реальности, Ну, которая затянет время. сложилась в российско-украинском конфликте, ситуация каким-то образом решительно изменится. Затянет время. Время тоже ресурс. И все это прекрасно понимают Да, и знают. да, да. То есть единственный результат вот этого подаяния, на который удалось развести Европу, да, это выигрыш времени. Это еще несколько месяцев. Это еще несколько месяцев ударов, потерь, гробов, похорон, еще 3, 4, 5 вагонов с замороженными телами, которые пересекут границу российско-украинскую. Да? То есть вот в этом смысл просьбы, адресованной Европе, и подаяние в ответ на эту просьбу. Ну, меня это никаким оптимизмом, прямо скажем, не заряжает. Я, видите, остаюсь в черном. Так вот, что хотелось бы добавить в качестве дорожной карты? Я вот тут прикинул, а что, собственно, могла бы сделать? Всегда нужно в голове, после того, как ты оценил реальность, и ты видишь, что она тебе очень не нравится, да? Существующая реальность, а потом ты прикинул, куда она развивается, и там вообще полный ужас. Для тебя там вообще места нет. Ни выживания для тебя нет, ни будущего там для детей и внуков ничего нет. И вот когда ты это увидел, ты ищешь альтернативу. А вот что могло бы происходить так, чтобы я мог нормально существовать и быть спокойным за следующие поколения моей семьи и моих там односельчан, горожан и сограждан. Так вот, вот какая альтернатива? Альтернативу я построил, есть такое знаменитое стихотворение, да, «Дом, который построил Джек». Помните, там сначала сорока, потом коза, потом корова и так далее, и так далее. Вот дом, который построил Джек. Дом, который построил Трамп в нашем случае. Как с помощью Трампа, опираясь на его вот эту самую миротворческую модель, он здесь критически важен, вот, как могла бы развиваться ситуация? Смотрите, первый шаг очевиден для меня. Это отставка Владимира Зеленского. Вот первый стартовый шаг, который приводит в действие всю цепочку неотвратимых последствий. Все упирается в этот шаг сейчас, потому что действительно, вы верно сказали, Зеленский будет продолжать ездить по Европе, просить вот этого самого геополитического подаяния, получать
все меньше, но какое-то время таким образом выигрывать. Да? Он это продолжит. Поэтому, чтобы не тратить дальше Украину, украинцев, их жизнь и их будущее, бессмысленно не ухать все это в черную дыру, нужна отставка Зеленского, и Дональд Трамп может ее обеспечить. Вот здесь у него все в руках. А дальше смотрите, как цепочка разворачивается. Ну, каким образом? Нет, стойте, давайте же будем реалистами. Если мы продолжаем вести линию штрихпунктированную, но тем не менее вести от модели по ситуации с Ираном и Израилем, там тоже говорили о смене режима аятолл. Никакого режима никто не поменял. Наоборот, Трамп вышел и сказал: слушайте, если поменяем режим, начнется хаос. Ровно тот же аргумент можно привести и в отношении Украины. То ли хаос, то ли Харрис, но что-то неприятное начнется. Ну, то есть, поменяя Зеленского, начнется хаос. Это тоже может аргументом быть. Тем более, что вы видите, мы пока не знаем, встретятся или нет на полях Гааги, но тем не менее, вроде как Трамп встречается с ним на похоронах Папы Римского и здесь на полях Гааги. То есть, речи о смене Зеленского Трамп пока не ставит. Я уверен, что это уже обсуждается. Более того, в кулуарах американской власти. Более того, не теоретически, а не подумать ли нам об этом, а сугубо практически. Это первое утверждение мое. Это не предположение, это утверждение. А второе, это даже уже подготовлено, просто нет команды запускать. А как, вы спрашиваете, да. Я, естественно, не могу вдаваться в детали, я их не знаю, но это две папки на столе. В одной папке досье всех авантюр и приключений Зеленского, а в другой папке выходной пакет. Вот и все. Вот две папки на столе и серьезный разговор. И может это сделать только Дональд Трамп и его официальные представители. В какой-то момент они точно к этому прибегнут. Я не знаю времени. Получается, или Зеленский, или мир в Украине. Давайте мы сейчас эту часть, тем более, что она американская, оставим в стороне, а пройдемся дальше, если вы не возражаете, по нашей дорожной карте альтернативной. Итак, отставка Зеленского состоялась, президентские полномочия перешли к новому спикеру Верховной Рады, и уже новый спикер Верховной Рады организует дальнейший транзит. Выход из этого ужаса, из проигранной, проваленной войны, выкарабкивание из-под обломков рухнувшего государственного проекта и выход в некоторую новую позитивную реальность, имеющую смысл и перспективу. Значит, итак, произошла отставка ради перемирия, на которое пойдет Россия. Это отставка ради перемирия, на которое пойдет Россия. Зеленский не пойдет на перемирие, на которое согласится Россия. Вот в этом еще тупик. А вот здесь, по принципу «дом, который построил Джек», отставка ради перемирия, на которое пойдет Россия. Перемирие, на которое пойдет Россия, это перемирие ради выборов без Зеленского. Потому что Россия пойдет на такое перемирие, куда будет встроено проведение президентских выборов без участия Зеленского. Да. Выборы без участия Зеленского, значит, президентские, да, ради переучреждения Украины для смены государственного проекта. А главное при смене государственного проекта, который произойдет после выборов, да, это навсегда убрать смертельный вызов, адресованный России. То, что мы несовместимы. Мы не принимаем ни вашу историю, ни ваше главное формирующее событие Великую Отечественную войну, которая стала государственной идеологией в значительной степени и гражданской религией. Мы не принимаем ее героев и оплевываем их могилы. Мы над тем, что вам дорого в истории, культуре, в вашей цивилизации, мы готовы глумиться и это уничтожать. И мы будем искоренять любые следы всех дорогих вам вещей на своей территории, которую намерены отгородить и вооружить. И вот это мы будем продолжать, пока вы не рухнете и не исчезнете, потому что смысл нашего существования в том, чтобы вас не было.
И вот этот смертельный вызов, который адресуется с территории Украины и который подписывается из-за ее рубежей, вот этот смертельный вызов, его надо устранить. И поэтому, когда Украина будет переучреждена на нормальных, здоровых началах цивилизационных, в ней будет другой большой смысл. Что такое государственный проект вообще? Да? Это безопасность, это материальное процветание и это большой смысл. Если вам хватит первых двух, только безопасности и материального процветания, вам все равно где жить. Вы можете жить там в Америке, в Польше или еще где-нибудь. Если вам нужна безопасность, материальное процветание и большой смысл, кто мы, зачем мы вместе, куда мы вместе идем, что мы строим, где будут и как будут жить последующие поколения, ну и так далее. Вот если вы большой смысл хотите видеть в своей жизни, ну, тогда этот должен быть другой государственный проект. Не со смертельным вызовом. Сейчас в этом порочном и уже проигравшем все государственном проекте, который доживает свое время в Украине, там вместо большого смысла это смертельный вызов в адрес России. Нет никакого другого большого смысла. Он был на самом деле. Он был. Мы его выстрадали в 90-е годы. Это ДСП, это дружба, сотрудничество, партнерство. Мы сделали этот проект, да? Мы нашли этот большой смысл. Мы будем жить ради дружбы, сотрудничества и партнерства рядом, как соседи. Зафиксировали это в договоре, ратифицировали и начали жить, но уже через 2-3 года после того, как этот большой договор стал работать, уже появились заказчики на альтернативу в виде вот этого смертельного вызова. И вы приняли контракт и бросили смертельный вызов. Зачем? Вот зачем? Я надеюсь, что когда Украина перезагрузится, и когда нормальное вменяемое руководство появится, когда появится национально ответственная, государственно мыслящая элита политическая, а это рано или поздно произойдет, вы разберитесь, как этот поворот произошел. Вот как в начале нулевых годов, да, в начале 21 века, кто и как поворачивал в сторону этого смертельного вызова. Ну, смотрите, кто подменил правильный государственный проект другим, правильный большой смысл существования Украины вот этим смертельным вызовом, смотрите, который стал смертельным для самой Украины. Если разберитесь тогда, но не Нет, сейчас. Подождите, давайте, смотрите, мы делаем большую ошибку, многие делают большую ошибку, когда говорят, что проблема там исключительно в Украине, да, и ее повороте там каком-то. Ну, конечно, не исключительно, да, не исключительно. Но вопрос же, Россия же тоже все это время шла по там колее, ну, в том числе и там конфронтации, да, там каких-то моментов. Мы запомним эти, как давили сыры, как там Тузла, ну, это все такие были вспышки, вот эти все моменты в этом всем формате ДСП, дружбы, ну, Россия тоже к этой, как бы, к этой точке пришла, когда начала воевать. Да, за то, что там считает угрозой, или, как вы выражаетесь, и как вот лейтмотивом проходит нашей сегодняшней дискуссии, смертельным вызовом. Россия же тоже меняется и стоит на месте. У нас, я вот заметил, это какая-то пошесть. То есть люди там, одни говорят об Украине. Я об Украине говорю, потому что я украинец. То есть мне вот как бы о России говорить, ну, опять-таки, что говорить о России, как это вот такая психологическая штука, надо проблемы искать в себе. Но это многие считывают как какую-то пропаганду, потому что, не анализируя, например, Российскую Федерацию, вот мне вот очень нравится вот этот посыл, многие сейчас об этом говорят, ну это такой, знаете, боковой тренд, ну тоже очень интересный. Типа, все закончится союзом России, Белоруссии и Украины. Ну, там отдельные депутаты украинские, которые там преследуемые, да, и подсанкционные об этом выступают, говорят. Отдельные бывшие политики украинские об этом говорят. Ну, и просто, да, вот с точки зрения. Смотрите, если так оторваться и абстрагироваться, и вот сделать так как-то, как мета-анализ, то есть, ну, со стороны вот, обобщить все, то тут, конечно, понятно. Ну, вот, без вопросов. Мы смотрим на современный мир, современный уклад, цивилизацию,
средства производства, ну, все как по учебнику истории, да, мы понимаем, что гипотетически это, наверное, правильный ход с точки зрения того, что большая Россия, даже в европейской части ее возьмем, большая, я почему не беру там дальше, потому что там другие цепочки работают экономические, плюс Беларусь, плюс Украина, это реальный противовес Европе как таковой, как идее, как содружеству, как вот этому, ну, скажем так, да. Балансир. Ну, Почему противовес? нет, Балансир. противовес очень серьезный, потому что технологически и уровень мышления, ну вот даже, например, как бы гонка за современностью. Я имею в виду электронные услуги, криптоденьги, всякие вот эти, ну, скажем так, моменты отсечения бюрократии. Простите, что в Украине, что в России, в Беларуси там немножко по-другому, но можно со смартфона или там с каких-нибудь госуслуг через Дию можно спокойно решить эти вопросы, где в Европе ты сидишь и ждешь неделю какую-то бумажку, написанную каким-то бюрократом, чиновником. То есть это как пример показателя движения, вектора, то есть ну, скорости мысли, Некая скорости мера развития. креативности, да. И если мы объединяем вот эту силу, например, да, то извините, Европа уже получает серьезного конкурента, который дышит в спину. Но это если мета-анализ проводить. Мета-анализ. Да, мы можем друг друга понять, говорить на одном языке, генерировать, и синергия дает серьезный ну, посыл в будущее. Но это уже невозможно. Понимаете? Почему? После войны, смертей и так далее, и так далее. То есть мы теперь понимаем глобально цивилизационный смысл этой войны. Оторвать, если не навсегда, если не полностью, то какой-то хороший кусок Украины вот из этой цивилизации, а разрушить перспективу чего-то большего. Вот что вы думаете по поводу этой проектности? Весь вопрос в том, на какую дистанцию мы бросаем свой взор и на какую дистанцию мы выстраиваем свой стратегический проект. Так вот, да, на достаточно большой дистанции, вообще государственные проекты, это дистанция свыше полувека точно. И, в принципе, в идеале до века примерно. Дистанция, на которой создается государственный проект, когда он существует, когда он лучший свой потенциал может реализовать, пройти все стадии жизненного цикла, да, от создания до некой вершины, до зенита и потом, может быть, до медленного такого упадка, во время которого национально ответственная элита должна подумать о смене государственного проекта или его капитальной модернизации. Вот, да, нужно думать дистанции желательно в век. И я думаю, что если мы вот таким взором посмотрим на ситуацию, то да, Россия, Украина, Белоруссия вполне могут существовать в каком-то тесном историческом и цивилизационном взаимодействии. Даже почти наверняка это произойдет просто в силу действий такого национально-культурного притяжения взаимного. Вот если убрать все искусственные препятствия, вызовы, всю отраву, которая выливается в уши, глаза и мозги, чтобы этого не допустить, чтобы сближения такого не было. Да? Вот если все это убрать, мозги прочистить, уши защитить, то тогда, да, это произойдет, но это не самая близкая перспектива. А вот сейчас важно, чтобы как можно быстрее из этого искусственно навязанного, из этого чуждого нам конфликта выйти, не усугублять раскол, не раздражать слишком глубоко те раны, которые потом все равно придется врачевать. Это возможно. Германия и Франция после многих жесточайших, кровопролитнейших войн нормально взаимодействуют. И Россия и Германия вот до этого столкновения тоже нормально взаимодействовали. Какая тяжелая война была Великая Отечественная, да? Сколько ран. В каждой семье проблемы с этим были связаны, и трагедии с этим связаны, и память об этом живет. Так вот, и даже Россия и Германия смогла нормализовать отношения. Мы нормализуем. Но что здесь важно понять? Вот ни в коем случае нельзя считать
что смертельный вызов, который сейчас возобладал в Украине и заменяет ей большой смысл проектный, вот этот смертельный вызов. Мы существуем, чтобы этого страшного врага, который притворялся нашим братом и соседом, уничтожить, отодвинуть, изолировать, победить, нанести стратегическое поражение, расколоть на части, задавить и покуражиться над всем тем, что он провозглашает для себя дорогим, бесценным и сакральным. Вот этот смертельный вызов убрать, вот это самое важное. А чтобы его убрать, должны уйти из политики, из системы управления Украиной носители этого смертельного вызова, которые от него уже неотделимы. А таким носителем является сейчас Владимир Зеленский волею судьбы и по собственному выбору. Он не таким прошел в президенты, но он таким стал уже в процессе управления. И только он один знает, зачем. Так вот, он и его корпорация войны, это 10-15 тысяч человек, которые вокруг него сейчас сплотились и которые зарабатывают, продолжают богатеть на этой братоубийственной войне, и которые не дают ей закончиться, вот эти люди, да, должны оставить политику. Этот психотип, там даже психотип определенный начал отбираться, такой, знаете, естественный отбор по психотипу. Я называю этот психотип У2. У2 – это убогие ублюдки, простите меня, У2. И вот это видно вот по первым фразам, по выражению лица, по тому, что человек говорит и как он говорит, как он начинает захлебываться, как у него пена появляется, зримая или воображаемая на губах. Уже видно, вот это У2. Вот. Ну, классический пример этого психотипа, вот после каждого нашего с вами эфира, там внизу в комментах где-то 5, 6, 10 таких типичных У2 появляется. Значит, и после этого эфира тоже появится. Так вот, когда У2 в принципе существует, они всегда будут существовать. Они неистребимы в принципе. Это не страшно. Если они, вот маргиналы, которые там где-то в комментах что-то вякнут и считают, что они так самоутвердились. А вот когда У2 собираются в большие группы и становятся политической силой и пытаются сформулировать какую-то идеологию и навязать ее обществу в целом, а потом удерживать это общество в заложниках, если оно неосторожно доверится вот таким У2. Вот это беда. И здесь надо, конечно, украинскому народу дать возможность для самооздоровления, для самообновления. Потому что если просто пойти по такому пути, что мы сейчас всех зайдем, всех замочим, всех неугодных там кинем в застенки и будем судить, таким образом смены проекта не производятся. Вот это важно. И Трамп это понял, адресуясь к Ирану. Не производятся так смены проекта. И если даже пытаться сейчас, понял Трамп, разбомбить дальше дотла Тегеран, и если привести потом на этих самых бомбардировщиках американских Резу Пехлеви, потомка Шаха, да, и посадить там, смены проекта не произойдет. Все будут помнить, как он здесь появился. И дальше вопрос только времени, и эта страшная гидра, смертельная угроза, она регенерирует, она возродится. Поэтому вот сейчас важно, чтобы эту историческую работу по перезагрузке Украины, ее переучреждению, по выработке нового, позитивного государственного проекта, у которого другой большой смысл, вот чтобы это сам украинский народ, ответственные люди, действительные патриоты, а не вот эти, которые способны только торговать пафосными лозунгами за живые деньги. Вот настоящие патриоты Украины, они должны взять на себя эту работу, а им нужно создать условия, чтобы они смогли это сделать. Об украинском народе и о формате перезагрузки в финале я хотел бы коснуться одной такой темы. Она очень важная на самом деле. Понимаете, когда мы требуем переучреждения, перезагрузки... Не требуем.
Ну а как, подождите, требуем, почему нет? Ну, мы Вот, прекрасно вот, вот, понимаем, вот что... здесь есть некая грань. Мы требуем, чтобы дали возможность украинскому Нет, народу. смотрите, Но мы не можем требовать «делайте так, как мы скажем». нет, Это, мы, вот, еще раз, мы требуем перезагрузки, потому что вы можете требовать, да. да, Вы, Александр на Шелестов. рельсах УССР, да, на рельсах границ 91 года, укладов жизни за время независимости Украины, да, которая обретена после распада СССР, уже этого не будет, уже не вернется назад. Все это прекрасно понимают. Все примерно видят, какая жизнь, и оценивают ее. Ну, это те люди, которые могут видеть и оценивать плюс-минус здраво на территориях неподконтрольных Киеву, да, территориях подконтрольных Киеву, да, то есть вот мы видим, люди видят разницу. Никто не говорит, что там мед, а там наоборот, для кого-то наоборот, для третьих еще как-то по-другому, то есть неважно. То есть, но мы понимаем, приходим к выводу, что вот этой Украины, которая была, уже не будет. И поэтому отсюда возникает глагол «мы требуем». Но я хотел бы, чтобы вы прокомментировали очень неожиданный разворот, ведь сила действия, она всегда равна силе противодействия. И условно требуя переучреждения государства, ну вот вы даете точку отсчета отставка Зеленского, например. Да? Зеленский в отставку, появляется новый спикер, он в любом случае А будет... дальше цепочка необратимых последствий, да. Я, более того, я вообще, если честно, так анализируя и смотря на все происходящее, я уверен, что Путину вообще не нужна отставка Зеленского. Он вообще против устранения его от власти. Вот пускай он побудет, пока вот он сможет, пускай он будет, а военные задачи военным путем худо-бедно, ни шатка, ни валка, или наоборот, наскоками, лягушачьими прыжками будут решаться и территориально, и с точки зрения там, уничтожения каких-то вот смертельных угроз, о которых вы говорите. Поэтому Путин тут не помощник с точки зрения там, того, что надо менять Зеленского. Потому что для Кремля условная смена режима в Украине вот такая, то ли с помощью американцев, то ли с помощью где-то внутри, да, это будет очередная головоломка, как действовать дальше, потому что с новым, условно, ВО Зеленского, другим человеком, уже по-другому строятся и военные, и военно-политические, и дипломатические действия, однозначно. И здесь мы будем переживать, это шанс пережить новый какой-то, ну, новую волну. Я просто о народе. Как сила действия равна силе противодействия. И когда мы говорим, что нужно переучреждать вот на эти рельсы, да, ставить страну на другие, то есть же точно такая же сила, которая ставит вообще в другом направлении, диаметрально противоположном. Вовсю сейчас начинают качать тему. А давайте уехавших украинцев за границу, мужчин, например, да, военно обязанного возраста, будем лишать гражданства. Ну, имущество, гражданство, понимаете? То есть проголосованный законопроект о множественном гражданстве позволит без особого шибка труда по формальным признакам получать паспорта людям из-за границы. Вместе с тем он позволит устроить вот это сито украинцев с паспортами. Это сито направлено, понятно, на неугодных, но и тех, кто получил российские паспорта. Там, конечно, есть строчка, что типа, если по принуждению, ну, мол, Россия зашла, и надо жить, надо получать паспорт российский на территории бывшей Украины, ну, или там бывших территориях Украины, или там временно неподконтрольных, не обязательно прям бывших, в зависимости от формулировки. Но ты поди докажи, что это по принуждению. Сама процедура получения российского паспорта, она процедура, то есть я вот знаю, я интересовался, а как это происходит. Человек приходит, там обращается, дает документы, зачитывается вот эта присяга. Ну, когда паспорт получаешь российский, там, в Донецке, в Луганске, в Мелитополе, то есть, да, зачитывается, ты подписываешь, все, ждешь какое-то время, тебе дают. Это не принуждение. У тебя не забирают украинский паспорт, русские. Нет, не забирают, у тебя он есть. Но у тебя этот украинский паспорт может Украина забрать. То есть в формате переучреждения это очень важный вопрос, потому что в момент, ну, там, агонии или каких-то серьезных изменений, ну, просто отрежут ненужных украинцев и сохранят старую проектность Украины. В этом тоже большие риски.
Как этого избежать? Ну, вот такое рода отношение к своим гражданам, это отношение даже не к крепостным или там каким-то рабам, и даже не просто к расходному материалу. Это знаете, что напоминает? Вот это отношение к снарядам, к боеприпасам. Вот из Европы привозят снаряды. Привезли снаряды, зарядили в пушку, выстрелили в сторону там, российской армии. А ТЦК подтащила такой живой, брыкающийся снаряд из крови, плоти, да, костей, и с какими-то идеями в голове, да, с какой-то любовью к семье, с какими-то планами на жизнь. И вот этот живой, метущийся внутри, перепуганный снаряд забили в пушку и выстрелили в сторону России. И вот так это происходит, собственно говоря. Люди – это биологически живые снаряды. И наплевать на то, что у них там внутри что-то такое великое, священное, какой-то огонек. Да? Их просто схватили, вот в эти бусы упаковали, довезли, забили в пушку и стреляют. И стреляют. И ну, тот факт, что кого-то там лишат паспорта за рубежом находящегося, это просто показывает, что и само государство, вот эта корпорация войны, она приватизировала государство. Это уже наше. Вы думаете, что это ваше государство? Вы думаете, что это ваша страна? Как в каком-то фильме, да? Ты думаешь, что это твой золотой зуб? Нет. Это даже не мой, это вон его золотой зуб. Так вот, это не ваша страна, дорогие друзья. Это страна вот этой самой корпорации из 10-15 акционеров. Вот. А вы здесь, да, вот боеприпасы в лучшем случае. И поэтому, да, они могут взять и лишить паспортов тех, кто живут там за рубежом, поскольку это наша собственность, мы тут решаем. И никакой закон нам не указ. Пока идет война, а мы будем ее продолжать, мы ни перед кем не отвечаем. Да? Мы безнаказанны и всесильны. И вот мы так и останемся безнаказанными и всесильными, пока Европа нам помогает таковыми оставаться. А Европа, сойдя с ума, это все финансирует. Потому что мы поменяли патрона. У нас раньше патрон был заокеанский, а теперь мы, как страна-клиент, даже не страна, нет, мы как команда вот этих акционеров акционеров украинского государства, мы клиенты теперь Европы, у нас новый патрон, да, и вот он профинансирует еще то время, в течение которого вся эта наша деятельность будет продолжаться. Что здесь все-таки нам важно иметь? Вот вы спросили там, а Путину это не нужно, и Путин будет делать что-то другое, будет добивать и дожимать. Вот что я вам скажу на эту тему коротко. Путин в поиске, на самом деле. Вот какого-то окончательного решения на эту тему у него нет. И его смысл вот этого его геополитического дзюдо состоит в том, чтобы смотреть, как генеральный тренд ложится, и пытаться использовать этот генеральный тренд. Для Путина сейчас вот что он будет делать, да? Ему важно исключить неприемлемое. Вот чего не должно быть, чего не должно случиться. Ну, скажем, не должно ни в коем случае случиться выборов в качестве блицкрига Зеленского. Вот он быстренько раз провернул выборы, переизбрался, используя эту самую зарубежную диаспору, их голоса, которые можно нарисовать как угодно, переизбрался. Да, и выскочил снова президентом еще на 5 лет. Вот этого не должно быть. Это мы исключаем. Да? Поэтому выборов, которые он готовит, находясь у власти, мы исключаем. Нет, сначала отставка. Ну и так далее. То есть, вот такого рода партий в Украине быть не должно, которые вот с такой идеологией, заточенной на смертельный вызов, исключаем. Но мы не предписываем, кто именно должен возглавить, какие именно партии должны быть созданы. То есть, то, что неприемлемо, исключаем. А вот что позитивного возникнет, нельзя предписывать и навязывать. И вот такого какого-то выбора
выбора, насколько я понимаю логику, существующую сейчас в Кремле, я там не нахожусь и не на телефоне с ними. Вот насколько я понимаю их логику, они хотят, вот, чтобы сработал закон исторической неизбежности. Они уже понимают, что тренд сложился и что все равно к этому придет. И что пусть этот закон исторической неизбежности не выглядит как что-то навязанное военной силой, чтобы перезагрузка Украины и переучреждение ее государственного проекта и появление на авансцене политической здоровых настоящих патриотов, чтобы это произошло естественным образом. То есть, насколько я понимаю, вот это осознание пришло, что прочное, исторически прочное, может быть только то, что пришло естественно. Да, то, что порождено самим народом из глубины народной жизни. И вот эту возможность надо создать. Надо перестать навязывать Украине вот это мертвое и отжившее. Надо сделать так, чтобы могло прийти живое, настоящее и перспективное. И я думаю, что так и произойдет. Весь вопрос только времени. И плохо, что Зеленский работает только на продление вот этого смертельного вызова и этой жизни ради смерти. И плохо, что он не понимает, что самое главное благо, которое он может делать для своей страны сейчас, это просто встать и уйти, не тратя дальше жизнь украинцев и перспективы его страны. Было там в начале его президентства, в Борисполе он приезжал. Ну, это ж как это, осматривал владения свои, да, когда в Борисполе там «Выйди звідси, разбійник», да, вот это вот сакраментально тогда прозвучало. Ну, должен кто-то сказать так человеку. Ну, пока его никуда не гонят, а, видите, привечают. Трамп говорит, хороший парень, будут встречаться. Ну, посмотрим. Трампу... История это уже сказала. Просто сказала пока тихо, и он делает вид, что не расслышал, хотя на самом деле расслышал. Повтори громче. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Мира и благополучия. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.